Виза инвестора в США. Что это такое? Кому она подходит? Сколько нужно инвестировать? Во всем сегодня поможет разобраться лицензированный иммиграционный юрист с 25-летним опытом Татьяна Арестова. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Данил, здравствуйте, зрители и слушатели. Тогда сразу главный вопрос. Что такое инвесторская виза И-2? Она дается только гражданам тех стран, которые заключили договор с Соединенными Штатами о предоставлении такого рода виз. Если вы гражданин страны, которая не является так называемой Treaty Nation, то есть страной, заключившей договор о предоставлении бизнес-виз, инвестиционных виз с Соединенными Штатами, то эту визу вы получить не сможете. Есть небольшие исключения, если ваш супруг или супруга имеют такого рода визу, но, в общем, это как бы все, то есть нужно быть связанным с такой страной. Итак, какие страны на постсоветском пространстве имеют право на получение такой визы? Это Казахстан, Киргизстан, Украина, Молдова, Грузия, Армения. Вот это, ну, естественно, Прибалтика, то есть страны Балтии. Значит, соответственно, вот граждане этих стран могут претендовать на получение этой визы. Граждане, например, таких стран, как Россия, Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, не могут претендовать на эту визу до тех пор, пока правительство их стран не заключит трити, то есть договор с Соединенными Штатами о предоставлении такого рода виз. Вот это первое, о чем стоит помнить. И далее инвесторская виза, собственно, является тем, что можно было бы подумать по ее названию. То есть нужно сделать инвестицию для получения этой визы или нужно работать на человека, который является гражданином вашей же страны, который делает такого рода инвестицию и сам эту визу либо получает, либо не получает. Но если вы являетесь его ключевым работником, то такой человек может сделать вам и ту визу для того, чтобы вы работали на его предприятии в Соединенных Штатах. А какая сумма инвестиций нужна для получения визы И-2? Есть ли минимальный порог? Закон написан очень абстрактно. В законе не указана какая-то конкретная сумма. В законе указаны два требования к заявителям на визу ИТУ. Прежде всего, ваша инвестиция должна быть значительной, написано в законе. Значительность, как вы понимаете, зависит от текущих экономических обстоятельств, а также от того, в какой конкретно бизнес вы вкладываете. Второе требование очень важное: тот бизнес, который вы создаете, не может быть маргинальным. То есть он должен обеспечивать как минимум 2 рабочих места, помимо вот той управленческой инвестиционной деятельности, которую будете вести вы как инвестор. Соответственно, вот эти вот два ограничивающих требования, в общем-то, определяют сумму. Скажем так, сумма примерно в 100 тысяч долларов инвестиций, она обычно считается значительной. Сумма 80 тысяч долларов тоже может пройти, но, будем откровенны, она ровно на 20 тысяч хуже, чем сумма в 100 тысяч долларов. Можно ли двигаться вниз по этой шкале? Безусловно, можно, но мы вступаем в зону так называемого риска. То есть мы рискуем тем, что наши инвестиции не будут сочтены значительными, или офицер может прийти к выводу о том, что ваше предприятие будет маргинальным при такой низкой инвестиции и, соответственно, визу не выдать. А во что нужно инвестировать? Как? Нужно положить деньги на счет в американском банке или как происходит эта инвестиция? Существуют разные подходы к данным инвестициям. Опять же, в зависимости от требований офицера, нужно зайти значительно дальше, чем просто положить деньги на счет. Для начала, как правило, нужно открыть в Америке предприятие, то есть либо корпорацию, либо LLC. И, соответственно, для данного предприятия, для данной компании должен быть открыт банковский счет. Очень важно, чтобы у компании был физический адрес, даже если это, например, виртуальный офис, но адрес какой-то должен быть. И желательно, чтобы этот адрес не был гаражом вашего друга или, например, квартирой городской. Значит, важно для того, чтобы это все сделать, чтобы у предприятия был налоговый номер. Обычно для того, чтобы это все произвести, вам нужна помощь либо бухгалтера, либо юриста и, возможно, участие какого-то человека в Соединенных Штатах, у которого есть номер социального страхования,
который поможет вам, предоставит этот номер для того, чтобы вам был выдан налоговый номер для вашей фирмы, для вашего предприятия. Далее, как минимум, на счет этого предприятия должна быть переведена указанная сумма. Далее нужно обязательно составить детальный бизнес-план, в котором будет расписываться, чем будет заниматься ваш бизнес, какие у него будут расходы, какие у него будут доходы, каким образом этот бизнес будет предлагать свои услуги, выходить на рынок, кого он возьмет на работу. Вот все эти детали должны быть описаны. И, в общем-то, бизнес-план должен обосновывать, как и почему данное предприятие, данный бизнес не будет маргинальным. Дальше в вашем бизнес-плане должно быть детально описано, как и во что вы инвестируете. И здесь я вот, Данил, возвращаюсь к вашему вопросу, во что же можно инвестировать. Инвестировать можно в разные вещи, в особенности важно инвестировать в средства производства, в то, что поможет вам в итоге зарабатывать деньги. Значит, не является инвестицией трата денег на товар, который вы будете продавать. Поэтому, например, если вы собираетесь продавать окна, и вы купили какую-то партию окон и привезли ее в Соединенные Штаты, это не будет считаться инвестицией, поскольку это то, что называется английским термином inventory, то есть товарный запас. Вот вложение денег в товарный запас инвестицией не является. Однако, если для того, чтобы эти окна устанавливать, вам необходимо приобрести трак, например, грузовик или маленький грузовичок, там с какими-то техническими деталями, лестницами, инструментами и прочим, то вот в это все вы можете инвестировать, и вот это вот вложение денег в средства производства уже будет считаться инвестицией. Соответственно, нужно в вашем бизнес-плане детально расписать, во что вы будете вкладывать. Например, если вы открываете ресторан, очень важно написать список оборудования, техники, которые вы будете приобретать, столы, стулья, холодильники, плиты и так далее. И вот это все складывается в итоге вот в вашу инвестицию, которую вам нужно будет произвести. Иногда консульство, консульский офицер может требовать, чтобы помимо бизнес-плана и наличия денег на счету, чтобы вы уже были в процессе инвестирования. Это такой тоже достаточно расплывчатый термин. Ну, например, если вы подписали договор аренды, и договор этот является коммерчески обязательным к выполнению, это уже может считаться, что вы начали процесс инвестирования. Конечно, если вы уже купили столы, стулья, холодильник или, например, грузовичок, то это уже точно показывает, что вы находитесь в процессе инвестирования. И вот это вот такая скользкая очень точка, на которой многие заявители застывают в недоумении. Ну как же я вот сейчас подпишу договор, куплю столы, стулья или грузовичок, а потом визу мне могут ведь и не дать. И вот здесь нужно как-то каждому для себя решить, где находится тот порог, за которым он уже останавливается и дальше не идет. Кто-то говорит, что вот нет, я положу деньги на счет, если мне не дадут визу, то я не буду делать дальнейших вложений, а кто-то, например, нанимает менеджера и двигается вперед со своим бизнес-концептом, невзирая на то, что виза еще не выдана. Соответственно, чем дальше вы зайдете в процессе инвестиций, чем более вы посвятите себя развитию вашего бизнеса, тем выше ваши шансы в итоге визу получить. Вот. Однако очень важно понимать, что виза ИТУ является не иммиграционной визой. То есть для получения этой визы вам важно доказать, что в итоге после всех вложений, трудовой деятельности в Соединенных Штатах на основе вашего бизнеса, вы должны иметь план вернуться на родину. Если у офицера возникают сомнения в том, что у вас есть такой план, если офицер, например, видит длительную историю борьбы за какую-нибудь иммиграционную визу с вашей стороны или еще какие-то действия с вашей стороны, которые позволяют ему заключить, что вы не собираетесь возвращаться на родину, то в визе могут отказать. Иногда также вот предлог отсутствия намерения вернуться может использоваться для того, чтобы отказать в визе какому-нибудь политически нежелательному человеку и так далее. Поэтому очень важно понимать, что вот эта виза, она никогда не гарантирована, даже если у вас прекрасный бизнес-план, то может все равно виза быть не выдана, и поэтому здесь вот каждому для себя важно определить границу, до которой он готов дойти в своих бизнес-вложениях до получения визы. Прекрасный бизнес-план, профессионально подготовленный, вы сможете заказать в нашем сервисе visanow.ai, точно так же, как и услуги по сбору и подготовке документов на визы и грин-карты.
Но мы говорим всегда, что перед любыми юридическими действиями вам обязательно необходимо проконсультироваться с лицензированным адвокатом. Данное видео, кстати говоря, не является юридическим советом и не содержит юридический совет. А за юридическим советом вы можете обратиться к Татьяне Арестовой, адвокату с 25-летним опытом, и все ссылки будут под этим видео в описании. Также там будет кнопочка «Подписаться». Подпишитесь, чтобы узнать новости. Задавайте ваши вопросы. Если у вас есть вопросы по визе ИТУ или по каким-то другим визам и грин-картам, задавайте, мы постараемся обязательно ответить в следующих видео или стримах. Татьяна, а существует какой-то собственный вклад в бизнес для визы ИТУ? Да, возможно претендовать на визу ИТУ, если вы делаете вклад нематериальный. Однако это вопрос очень серьезной оценки вашего нематериального вклада. Например, если у вас есть патент, у вас есть изобретение, и вы вносите это изобретение как часть вашей инвестиции в бизнес. Однако это довольно сложный вопрос. Консульские офицеры, а именно они рассматривают заявку на визу ИТУ, поскольку если вы получаете визу ИТУ, вы не подаете петицию в иммиграционную службу, вы ее подаете сразу в консульство Соединенных Штатов, если вы находитесь за границей. Если вы находитесь в Америке, то вы подаете здесь заявку уже в иммиграционную службу. Вот, тем не менее, консульские офицеры, да и офицеры здесь, в Соединенных Штатах, очень настороженно относятся к такому нематериальному вкладу, и обосновать ваши права на визу ИТУ при наличии ни денежного, ни материального вклада очень сложно. И это вопрос отдельных консультаций, обсуждений, оценки значимости, стоимости ваших патентов или изобретений или иного вклада, который вы собираетесь внести. Поэтому этот вопрос очень индивидуален, и если вы хотите, чтобы ваше дело было чистым, красивым и безусловным, то лучше делать вклад именно денежный. И вот очень важный момент, который мы еще не обсудили, это обоснование источника происхождения денег. Очень важно обосновывать, откуда произошли средства, которые вы инвестируете. Скажем так, если средства произошли от продажи недвижимости, очень важно понимать, что если вы продали свою последнюю квартиру или последний объект недвижимости, в вашей стране вас больше ничто не держит, это может повлиять на то, что офицер может заключить, что вы имеете иммиграционные намерения. Далее, если даже объект недвижимости не последний, то все равно нужно показывать не просто, что вы продали данный объект и получили средства, а нужно еще обосновывать, откуда этот объект у вас вообще взялся, как вы его приобрели, на какие средства. Если вы взяли средства взаймы, а можно подавать на визу ИТУ с помощью заемных средств, нужно не просто договор займа давать, а важно обосновывать источник дохода у того человека, который средства вам предоставил, поскольку Соединенные Штаты очень внимательно следят за тем, чтобы средства, которые инвестируются, не имели какого-то преступного или коррупционного происхождения. Соответственно, вот эти моменты нужно учитывать и обосновывать при составлении заявки на визу ИТУ. У меня один друг получил визу ИТУ, и он рассказывал, что 1 год он мог находиться в Америке и выезжать из Америки, а вот на 2-й год по своей визе он не мог выезжать из США. Вы могли бы прояснить этот вопрос? Значит, дело в том, что Соединенные Штаты немного уникальны в своей визовой системе, в том, что виза, которая выдается в консульстве человеку, она является только визой на въезд, она не является визой на пребывание. Сроки пребывания человека определяются пограничником на границе. Соответственно, по визе ИТУ срок пребывания обычно составляет 2 года. А вот срок въезда, он зависит от деталей договоренности между странами. В некоторых странах виза на въезд выдается всего на 1 год, или даже, вот, например, как в случае с Украиной, виза может выдаваться всего на 2 месяца. И это делает визу ИТУ страшно неудобной, поскольку если, например, владелец бизнеса желает путешествовать за границу, то каждый раз после истечения уже его въездной визы он должен обращаться в американское консульство и оформлять себе новую въездную визу. Это означает, что нужно по новой собирать весь пакет документов, включающий в себя и бизнес-план, и информацию о состоянии бизнеса на нынешний момент, и налоговые отчеты, отчеты по зарплате. То есть массу документов нужно собирать, предоставлять,
в консульство, и, что самое обидное, каждый раз консул принимает решение о том, выдавать эту визу или не выдавать. Поэтому многие заявители, вот, возможно, как ваш знакомый, предпочитают не выезжать из Соединенных Штатов для получения следующей визы, просто потому что они не хотят сталкиваться снова с консульской процедурой. Это большие затраты времени и нервов. В общем, неприятная процедура. Поэтому, да, такое может быть. Поэтому, опять же, если вы приехали в Соединенные Штаты по визе ИТУ, то важно помнить о длительности вашей въездной визы, стараться все свои поездки завершить, пока еще въездная виза есть. Далее вы можете продлевать визу без выезда из страны вот этими вот кусочками по 2 года, неограниченное практически количество времени. До 30 лет можно продлевать эту визу или даже дольше, но в какой-то момент, опять же, иммиграционная служба может заключить, что у вас как-то уже вот, похоже, образовалось иммиграционное намерение. Вот, но, тем не менее, продлевать ее можно достаточно длительное время, а вот для того, чтобы выезжать каждый раз, нужно будет обращаться в американское консульство. Однако важно помнить, что виза ИТУ имеет такое очень удобное преимущество. Дело в том, что супруг или супруга того человека, который делает инвестицию, имеет право на работу. То есть, если, например, вы делаете инвестицию и открываете, условно говоря, ресторан, то ваш супруг или супруга может работать где угодно. И опять же, если в ходе этой работы вашему супругу или супруге предложит работодатель оформить вид на жительство в Соединенных Штатах через процесс Labor Certification, то в этом случае вы можете получить грин-карт. Если, например, ваш супруг или супруга может претендовать на грин-карт через EB-1, EB-2, вы также можете оформить себе грин-карт. И даже если у вас образуются какие-то планы о том, что вы могли бы принести Америке более глобальную пользу, чем то, что вы делаете по визе ИТУ, или если вы каким-то образом вдруг получаете возможность квалифицироваться на визу EB-1, например, вы выдающийся парикмахер, вы получаете призы, награды и международную известность такую, что вы можете претендовать на визу EB-1, да, вот вы можете подать отдельную заявку на грин-карт, на получение вида на жительство в Соединенных Штатах на основе визы ИТУ. Но вот важно понимать, что сама по себе эта виза в грин-карту не вырастет никогда. И, соответственно, вот ездить вот так вот все время у вас, скорее всего, не получится. Но существует грин-карта EB5, EB5. Она чем-то похожа на визу E2. Вы могли бы рассказать о похожестях и отличиях этих двух виз и когда стоит выбирать одну, а когда другую категорию? Да, спасибо за этот вопрос. Дело в том, что, в общем-то, вся похожесть ограничивается словом инвестиция. Больше ничего общего между этими двумя вещами нет. Во-первых, как я уже говорила, виза ИТУ – это временная виза, а вот EB5 – это грин-карта, заявка на грин-карт. Далее заявка на грин-карт через категорию EB5, она доступна гражданам всех стран, а не только тех, которые подписали договор с Соединенными Штатами. Сумма инвестиций очень важна. На EB5, на Green Card сумма инвестиций начинается с 1 050 000 долларов. Такая вот некруглая сумма. Либо это может быть 850 000 долларов, если вы инвестируете в слаборазвитый район. Вообще, как бы EB5 – это, скажем так, такая категория, которая требует отдельного обсуждения, но в общем и целом это совершенно отдельная вещь. И с визой ИТУ она, опять же, никак не связана. Человек, находящийся на визе ИТУ, если он делает дополнительные инвестиции, создает не меньше 10 постоянных рабочих мест, он может претендовать на визу EB5, но важно понимать, что нельзя эти деньги для EB5 заработать, находясь в Соединенных Штатах. Эти деньги должны привозиться в Соединенные Штаты, поэтому, опять же, виза ИТУ сама вот не вырастет визу EB5, грин-карту по категории EB5. Возвращаясь к ИТУ, вы могли бы привести примеры из вашей практики, какие бизнесы, может быть, или лучше всего подходят для визы ИТУ, или чаще всего получают одобрение? С какими бизнесами и инвестициями вы чаще всего сталкиваетесь? Мы
Работаем с самыми разными бизнесами, которые открывают граждане бывшего Союза, граждане СНГ. Обычно это малые бизнесы, которые, в общем-то, по плечу тем, кто не так давно приехал в Америку. Итак, примеры бизнесов. Ресторан, кафе, безусловно. У нас были люди, которые оформляли документы на фирму, которая устанавливает, например, паркетные полы. Значит, писался бизнес-план, обосновывалось, что вот люди, которые устанавливают, работают под началом хозяина бизнеса. Довольно часто люди оформляют франшизы, по-английски это называется франчайз. То есть приобретают, например, франшизы по стрижке собак, по другим каким-то популярным направлениям. Что хорошо во франшизе, это то, что вам говорят, что делать. Вы не плаваете в океане неожиданностей, находясь в незнакомой стране. Имея франшизу, вы можете следовать проверенным бизнес-практикам и точно знаете, что делать. Минус, конечно, состоит в том, что вы не можете проявить свою фантазию, должны покупать то, что вам сказали, устанавливать то, что вам сказали и как вам сказали, но, с другой стороны, и некая страховка от каких-то бизнес-рисков в данном случае с помощью концепта франшизы существует. Значит, в любом случае имеет смысл делать детальный анализ рынка, прежде чем выбирать, чем вы хотите заниматься, а также очень важно посмотреть на свой собственный опыт и на свою собственную экспертизу, с чем вы справитесь, а с чем вы не справитесь. Были люди, которые оформляли на детский сад такого рода визу, были люди, которые оформляли кондитерскую. Ну, у нас был клиент, который оформлял визу именно на установку окон в Соединенных Штатах. То есть много разных совершенно начинаний, простор фантазии, все, что вы хотите делать, полезное, нужное людям, и то, что требует хотя бы минимальные инвестиции примерно в 1080, тут вот можно об этом говорить. Если человек хочет открыть какой-то бизнес, не требующий вообще ничего, ну, например, условно вы хотите делать компьютерный дизайн, то вот здесь вот вряд ли вы наберете объект для инвестиций в районе 80 тысяч долларов, поэтому такой бизнес, скорее всего, не пойдет. И здесь нужно думать о других типах виз, о других каких-то начинаниях. Почему могут отказывать в визе ИТУ и какие ошибки допускают инвесторы? В визе ИТУ, вот как я уже упоминала, могут отказывать, во-первых, по причине того, что человек не доказал, что он собирается вернуться на родину. Если у вас уже есть длительная история битвы или борьбы за иммиграционную визу какую-то или вообще за визу в Соединенные Штаты и много отказов, то, в общем-то, виза ИТУ тоже может привести к такому же результату, вам могут отказать за отсутствием неиммиграционного намерения. Или если, например, человек мечется, скажем так, сегодня он подает на визу B1, завтра на визу F1 студенческую, послезавтра на ИТУ, он прям вот идет по списку всех возможных виз, пробует одно, другое, третье, то, опять же, иммиграционный офицер может заключить, что все это просто отчаянная попытка как-то прорваться сюда, и виза ИТУ для этого не предназначена. Далее, вторая очень распространенная проблема – это доказательство легальности средств, доказательство источника капитала. Если нет абсолютно никакого вразумительного объяснения тому, как ваши деньги оказались где-то в офшорке, то лучше не подавать на визу ИТУ, поскольку вряд ли консульский офицер закроет глаза на этот вопрос. Соответственно, очень важно соответствовать всем юридическим нормам и вашей страны, и других стран при оформлении вот этого капитала. Вы могли бы сориентировать по срокам получения инвесторской визы ИТУ? Вот сроки как раз это, безусловно, плюс визы ИТУ, поскольку, как я уже упоминала, эта виза, если вы получаете ее за границей, не требует предварительного оформления в американской иммиграционной службе USCIS. Фактически пакет на визу формируется в виртуальном виде, то есть собирается пакет и подается вместе с заявкой на визу прямо в консульство. Соответственно, консульский офицер может вызвать вас на интервью в зависимости от своего расписания через месяц, два, три после того, как вы подали этот пакет.
и обсудит с вами детали вашего бизнеса, как вы собираетесь его вести. Здесь вот очень важно проявить знание английского языка, потому что если вы, например, собираетесь вести home care бизнес в Соединенных Штатах, как вы будете коммуницировать с представителями государственных органов и так далее. То есть важно показать вашу способность вести бизнес, в том числе и в плане владения языком. И если все нормально, если законный источник средств установлен, то вы получаете свою визу и въезжаете в довольно короткие сроки. Какие могут затраты ожидать заявителей на визу ИТУ? Ну, опять же, вот как мы уже говорили в наших других передачах, в общем-то, затраты зависят в каждом кейсе от индивидуальных характеристик заявителя. Но, в общем и целом, где-то примерно в районе 5000 с учетом бизнес-плана. Это, я бы сказала, минимальный набор затрат, который к которому заявитель должен быть готов. У меня последний вопрос. Что бы вы порекомендовали сделать заявителю в качестве первого шага, если он рассматривает визу ИТУ? Безусловно, прежде всего нужно понять, чем бы вы хотели заниматься. Самый важный шаг – это исследование рынка, поскольку это ваши вложения, ваши деньги, и вы должны убедиться, что ваша идея будет пользоваться спросом на рынке. Возможно, стоит поговорить с друзьями, знакомыми, которые уже здесь находятся. Может быть, они найдут кого-то из своих знакомых, занимающихся вот похожим бизнесом, и вы, может быть, можете поговорить с этим человеком, узнать, какие плюсы, минусы, что стоит делать и что не стоит. Вот, безусловно, советуем проконсультироваться с иммиграционным адвокатом, занимающимся визами и ту. И если у вас есть четкий план и четкое желание работать, вести бизнес в Соединенных Штатах, то welcome to America. Спасибо вам большое, Татьяна, за ваше время и за ваши ответы. Спасибо вам за ваши вопросы. Всем удачи! Пока.